Друзья, всем приветики! Я, как всегда, очень рада видеть вас здесь, у меня в гостях на моем канале про вязание, шитье и всякое прочее творчество. Добро пожаловать! И давайте, наверное, уже по традиции скажу пару слов о погоде. Почему-то последние мои видео начинаются именно с этого. И, ребят, в Новосибирск пришла весна. Просто светит солнце уже несколько дней, плюсовая температура наконец-то, тает снег, капель, пахнет весной. Вот реально. Какие-то в этом году погода преподносит нам путешествия во времени. То у нас, значит, в начале октября внезапно случился декабрь, да, то есть 3 недели шел снег, полностью все, не то, что там покров снежный, полностью все в сугробах и не собирается таять. Оно, кстати, навряд ли растает за эти теплые дни. Тем не менее, в конце октября у нас наступила весна, и этот снег тает, текут ручьи, капель, вот это солнечное настроение. Очень забавно, вот такие вот невероятные путешествия во времени погода в этом году устроила для Сибири. Напишите, кстати, какая у вас температура. Давайте рубрику заведем. В начале видео пишем, у кого какая погода. Все ли у вас по стандарту, по расписанию, да, как бы естественному, природному, или вот как у нас такие качели какие-то невероятно странные. Интересно будет послушать. Значит, сегодня в эфире у меня для вас классический вязальный влог, в котором будет тоже по классике не только про вязание, но и про шитье. И вообще, я думаю, вы уже понимаете, что название «вязальный влог» давно стало нарицательным. Это кодовое название для влогов с любым рукоделием, творчеством и просто обычной жизнью этого рукодельника. Ведь интересен не только процесс и результат творчества, но и жизнь, все, что повлияло, то, что вдохновило человека на это самое рукоделие. Ну, я так считаю. Так вот, сегодня приглашаю вас ко мне в гости, посмотреть, что я такого за эти 2 недели нарукодельничала, и встретимся с вами уже в конце видео, чтобы обсудить и подвести итоги. Ну а мы начинаем. Поехали! В начале этого влога я рассказывала, что в Новосибирск пришла весна, но для сравнения хочу вставить сейчас несколько кадров вот этого снегопада, вот этих сугробов, чтобы вы понимали, насколько серьезно у нас падал снег. Это, конечно, было красиво. Вот в тот день я пошла просто почистить машину, потому что там уже огромная шапка на ней, снег образовалась. Прогулялась. Снег был очень липкий. У нас во дворе, я не знаю, было штук 7, наверное, снеговиков. Дети играли, потому что относительно тепло было, ну там -2, -3, при этом огромный снегопад весь день, много снега. Поэтому я вот почистила машину, кстати, тоже вот эта шапка, она очень тяжелая была, еле как я очистила всю машину от снега. Вот такие были зимние деньки. Доброе утречко, друзья! Я сегодня проснулась с четким пониманием, ощущением, что я хочу себе срочно сшить домашние штанцы. Дело в том, я говорила где-то в прошлых влогах, что в Новосибирске наступила зима, такая прям зима основательная, несмотря на то, что уже дали вроде как бы отопление, оно у меня всегда на минимуме. Все равно вот такой вот вайб, такая снежная погода, особенно если ветер, то очень сильно задувает. Короче, дома прохладненько, хочется, знаете, не столько прям супер тепло одеться, сколько уютно, мягко, что-то такое вот пушистенькие, хочется штаны. А у меня как раз очень много лет уже лежит ткань флис. Вот, кстати, как мои вот эти вот домашние штанцы, которые периодически мелькают. Но это очень старые, они уже просто чуть ли не дачные, знаете, которые прожжены уже в нескольких местах, потому что я на дачу реально куда-то в лес, на костер в них ходила. Но они у меня единственные, ладно, не единственные, окей, флисовые такие штанишки. Я хочу сшить себе еще одни, и специально для этой цели я когда-то покупала флис бежевого оттенка специально, чтобы домашние штанишки. Короче, долго я рассказываю, долгая предыстория. В общем, пошла я искать этот флис на балкон, потому что, естественно, все это у меня хранится где-то в коробках. Сейчас вместе с вами будем искать. Значит, так, в этих коробках мы как-то однажды с вами уже смотрели. Я знаю примерно, что лежит, потому что я, чаще в них смотрю. А вот здесь у меня, смотрите, так, мне очень стрёмно, если честно, показывать этот бардак. Я очень мечтаю расхламить просто именно балкон.
Ладно, простите мне этот бардак. В общем, вот эти две коробки у меня с футером. Точно знаю. И я туда заглядывала буквально на днях, потому что искала там один кусочек. И как же хорошо, как же я благодарю себя, что я подписываю. То есть все, что, где там, что, как лежит, у меня подписано. Поэтому мне не нужно рыться прям по всем коробкам. И вот здесь я уже открыла. Вот, смотрите, коробка. Тут, оп, подписано все. Тут у меня костюмная ткань, бежевая такая, вязаная, не то. Вот здесь, значит, у нас черные футеры. Это, кстати, тоже я брала года 3 назад, наверное, на костюм полностью хотела себе. И свитшот, худи, и штаны из черного футера. Ну, как-то... Черный футер-то я не особо. И вот здесь вот у нас что, тельняшки. Тельняшки нам тоже не нужны. Так, шуршу, наверное, громко. И вот флис бежевый. И что-то там еще. Вот это нам надо. Вот он бежевый. И прикиньте, вспомнила. Вообще просто в упор забыла, что у меня вот такой вот флис куплен. Офигеть. Это как раз на штанцы домашние. Ну, блин, мне сейчас пока что-то не очень хочется такой яркой расцветки домашние штаны. Хотя флис сам очень кайфовый. Он прям такой тоненький, нежный. Но сегодня я хочу бежевый. Так, вот этот. Ну, просто он даже почти серо-бело-бежевый. То есть он прям слоновая кость. Вот так можно. Или айвори назвать. Вот такие вот штанишки. Мягонькие. Думаю, сейчас быстренько сшить. А еще вот такой вот хлопочек, просто клетчатый, тоже вот он у меня лежит в моем самом видном месте. Вот здесь то, что нужно в первую очередь сшить. Божечки, помните вот эту такая? Я ее покупала прошлым летом, то есть 1,5 года назад. И так и не сшила за прошлое лето, не сшила за это лето. Может быть, на следующем. Короче, вот из этой ткани тоже хлопковые и флисовые, двое штанцов самого простейшего кроя, без карманов, без всего, быстренько. Сейчас, думаю, сшить. Мое быстренько всегда обычно на весь день растягивается. Значит, сначала я, как всегда, хлопочек отгладила. Флис не обязательно отглаживать. И взяла свои выкройки штанов и шорт. Сейчас посмотрю. Ну, я, наверное, свои стандартные, классические, вот как вот эти штанцы. Думаю, что-то такое же. И возьму. Ткань у меня здесь шириной какой-то не сильно большой. Короче, так как штанишки широкие. В общем, немножко так со смещением приходится компоновать. Вот так вот я примерно разложила. Да, у меня лекала иногда на обоях сделаны. Что поделать. Все, сейчас раскраиваем. Тут у нас вон булочка спит. Ну и да, я уже включила свет, видите, верхний, потому что стемнело быстро. Не в плане, потому что вечера, в плане, потому что там снег, унылость и так далее. И так как эти лекала у меня вообще для другого кроя штанов, типа джинсов таких, видите, у меня тут даже 2 детали, фигурный тут шов по коленке. Здесь низ вообще сужается с выточкой, там обработка специальная, в общем, другая. Я здесь вот сделала специально запас целых 10 сантиметров. Во-первых, мне кажется, потому что этот хлопочек, он может дать очень сильную усадку. Ну, такой, знаете, такой, короче, как текстильный хлопок. Мне, конечно же, влом, потому что подготовить заранее, постирать ткань. Мне же нужно срочно домашние штанцы раскроить. В общем, дальше по модели этих джинсиков, крой которых я взяла здесь карман, я его не буду делать никаких карманов, поэтому я приложила, обвела вместе с ним. И также у этих штанов подразумевается отдельный поясок с резиночкой, но я максимально упрощаю, как только можно. Здесь вот на задней части вообще выточка, я ее тоже проигнорирую. Я продлеваю, увеличиваю сразу цельнокроенный поясок, он будет вот так вот заворачиваться. И с резиночкой потом резинка вставляться. То есть вот как только можно, я упростила эти 2 детали. Здесь тоже не забыла удлинить длину штанины. И все, вот 2 детали, это все, что есть в этих штанцах. Максимально просто. Буду сейчас кроить.
Так, подбираем цвет ниточек. Так, что-то все не то. Как будто бы хочется зеленовато. Хотя вот этот, по-моему, горчичный. Да. Сначала всегда отрабатываем строчку на образце, на кусочечке ткани, и дальше уже приступаем к шитью штанцов. На них у меня нет никаких выточек, поэтому я просто сразу начну сшивать швы и начну с серединных швов. Вот он, серединный шов спереди и сзади. В данном случае это у меня задняя деталь. И я всегда сначала прохожусь на верлаке, тем самым ровненько скрепляю детали. И уже дальше прокладываю строчку на швейной машинке, чтобы закрепить шов. Прошлась на верлаке, проложила также строчку на швейной машинке. Теперь я разворачиваю. Вот этот срединный шов, он больше всего подвержен износу. То есть, чтобы более надежно было, я еще вот так отворачиваю, чтобы лицевой шов верлака был сверху. И вот так прохожусь. И вот так вот еще отстрачиваю еще разок, тем самым закрепляя, чтобы этот шов меньше расходился и меньше был подвержен износу. Теперь складываем обе половинки штанин, вот так, лицо к лицу, и проходим по боковым швам. Точности также сначала на верлаке, потом закрепляем еще на швейной машинке. И теперь, прошив боковые швы, мы идем их отглаживать. Если вы хотите также сделать отстрочку, закрепить шов по боковым швам, как мы сделали это посередине, тоже это можно сделать, если особенно ткань какая-то сыпучая, тонкая. Но в хлопке я этого делать не буду, мне и так нормально. Так что я иду отглаживать вот эти боковые швы, все швы, потому что когда мы проложим уже между ног вот этот шов, уже не получится так легко отгладить вот эти боковые швы. Так что на этом этапе идем отглаживать. А вот теперь можно спокойно проложить шов между ног, находящийся одним единым швом, стыкуя, конечно же, срединные швы. После верлака не забываем обязательно проложить еще строчку на швейной машинке, иначе все разлезется у вас, потому что оверлочный шов, он не такой крепкий. Дальше, значит, обрабатываем низ штанин. Я просто сначала пройдусь на верлаке вот так по кругу, потом подверну. Примерно вот так вот, не знаю, на глаз, потому что потом, мне кажется, длина сядет. Я потом что-то предприму еще по поводу длины. Пока не рискую, вот так подверну и прошью. Освобождаю у швейной машинки рукав, чтобы было удобно вот такую узкую штанинку сюда вставить. И накалываю в нескольких местах. Здесь хлопок очень легко, ничего не скользит. Плюс здесь по клетке очень легко ориентироваться просто по рисунку. Очень легко прямо прошить. Все, прошиваю. Таким образом подшита штанина. А вот теперь мы будем пришивать резинку. И я буду сразу, значит, отмерять резинку, подходящую мне чуть-чуть ниже талии. То есть это посадка у штанов не супер высокая, не на талии, чуть-чуть пониже. В общем, замерю то нужное место, где я буду носить, собственно, резинку этих штанов. Отмеряю, сразу в круг ее сшиваю, кончик этой резинки. Далее покажу. То есть я буду сразу резинку прикладывать к штанам, фиксировать в 4 местах и чуть-чуть ее растягивать и проходить на верлаке. То есть у меня будет резинка пришита оверлаком сразу к краю штанины. Резинку соединяю просто проходя зигзагом туда-обратно несколько раз. Так, я вывернула штаны, так удобнее прикалывать резинку по ключевым точкам, по шву сзади, по шву спереди, по боковым швам, вот так в 4 точках прикалываем на иголочку, и на самом деле лучше вертикально, так легче именно серединки наколоть, и дальше будем прошивать. Вот на самом деле мы прикололи в этих 4 точках, можно еще вот теперь вот так уже на верлаке растягивать, и вот в серединке, вот в этом месте еще по одному скалыванию иголочки можно проложить, так будет даже легче. Я вот так, допустим, на глаз вот так схватываю. Все, и теперь вот растягиваю резинку и прошиваем на верлаке, просто сразу, стараясь, как бы, чтобы резинка не обрезалась, стараюсь аккуратненько. Вот таким образом. Дальше снова хватаем, подрастягиваем.
Таким образом у нас резинка сразу пришивает ткань и сразу вот делает такой вот складочку такую. Вот таким образом у нас резиночка. Здесь лицевая часть штанов мы выворачивали, как помните. Получается с внутренней стороны вот такая резиночка, но это еще не все. Дальше ее второй раз вот так загибаю, точно так же иголочками скалываем, то есть по всей окружности. И буду прошивать по нижней части уже на швейной машинке. И таким образом у нас будет вот так красиво, равномерно стянутая резиночка. Ставите шаг стежка чуть побольше. Так, находите, где вот примерно вот это, на самом деле на ощупь чувствуется. Ну, я уже на глаз, если что, можете тут проложить мелком, как-то пометить. И точно так же хватаем за вот эти ключевые точки, где мы прикалывали, растягиваем внутри же резинку, у нас здесь, видите, все присборено. Чуть-чуть подрастягиваем и проходим вот так по кусочку весь пояс. Вот так вот у меня получилось. Далее идем, финально отглаживаем низ и боковые швы посередине с изнаночной стороны, естественно, штанов. И все, можно на примерку. Ну что же, вот такие штанишки получились. Как я и говорила, они не слишком высокие на талии, а немножечко так, чуть пониже. Вот так они. Вот так смотрится сзади. На резиночке, не туго, не расхлябанно, все на себя мерила, все как надо. И вот такой крой немножечко как бананки, то есть вот такой, собственно, что мне говорить. Длина, да, все-таки, конечно, сейчас в данный момент длинновато, но повторюсь 5-й раз, что я намерена на всякий случай, если сядут штаны. Если не сядут, то я еще раз подверну и просто еще раз прошью. Я в полном восторге, просто идеально на самом деле к моему сегодняшнему луку домашнему. Такие вот болотные, клетчатые, на самом деле такие классные штанишки, что... Ладно, я всегда, когда шью для себя домашние штанишки, мне потом хочется их носить как бы и в люди, потому что выглядит прикольно. Время, правда, я хотела по-быстренькому сшить 2 штанов. На самом деле, как бы я одни пока что сшила, и время уже 7 часов вечера. Я думаю, еще позаниматься какими-то другими делами. А быть может, и дошью. Вот они, раскроенные штанишки. Бежевые из флиса. Вообще, с них все началось, но вот эти победили. Такой хлопочек клетчатый. Очень классный. Я пока длину просто вот так подвернула. На хлопочке это очень хорошо держится, ну, не расползается. Пока буду вот так ходить. Тоже, кстати, выглядит весьма так стильненько, мне кажется. У нас впервые за долгое время солнышко на улице. Там Цири уже выпросилась на балкон. Сидит. Угадайте, что я делаю сегодня. Наконец-то добралась до пончо. Сегодня днем немножечко снимала объяснительное видео для совместника. И спокойно уже сейчас сижу и соединяю все детали. Вот сейчас последний сделаю шов и уже буду делать обвязку горловины, так скажем, потому что сейчас она пока что очень широкая. И вообще мне так нравится, что уже что-то, какой-то рисунок такой общий вырисовывается. Прикольно, мне нравится. Так что вот тут смотрю Эллин влог. Кстати, я просто влюбилась вот в этого зайчика. Элли рассказывает, что она купила это в Икее. Короче, я просто не могу, я хочу такого зайца. Вот, смотрите. Смотрите, какая она милая. Обожаю такой желтый цвет. Просто это для яиц, если что. Крышечка сверху и такой вот зайка. Я не знаю теперь, как перестать хотеть и где добыть такую вещь. Ладно, продолжаем вязать. Так. У нас первая примерочка, значит. Пока что здесь очень широко, просто спадает с плеч, даже если распрямить спинку. Но, естественно, здесь буду навязывать какое-то количество чего-либо, еще пока даже не решила, резинкой или просто рядами столбиков. Сейчас буду экспериментировать, потому что пока не знаю. Ну, собственно, и все. Вот он, как бы очень угловатый, угарный
Ну, примерно как я и планировала, здесь будет проще. Но, скорее всего, я тоже еще добавлю, может быть, рядок какой-то соединительный, и уже будет бахрома. Тут как бы вопросов нету, мне ясно, что делать. А вот здесь как бы будем сейчас думать. Спинка вот так вот у нас выглядит. Ну, мне нравится, что уже что-то как бы виднеется. Такое вот. Как я и говорила, достаточно свободная штука. То есть я не буду здесь прям до горловины вязать, до какого-то воротника. Эта штука будет надеваться поверх какой-то уже верхней одежды. Вот, на такое более теплое время года. Значит, пончо я продолжу вязать завтра, потому что снова буду сразу же делать какие-то подсъемы для видеоурока. А пока у меня есть часик перед сном, и я хочу просто взять вот эту Infinity от Lang. Здесь, значит, написано спица номер 4,5-5. И хочу просто начать вязать шарфичек, узенький шарфичек, который будет с переходом. Хотя, блин, насколько долгие вот эти переходы. Да, в любом случае, даже если это будут такие широкие полоски, я хочу длинный, тонкий, узкий шарфик с переходами цвета. Давно такой хочу, и я думаю, здесь несколько шарфиков получится. Может быть, свяжу для себя и для подружек. Ну, короче, начну, потому что очень интересно посмотреть, как эта ниточка будет выкладываться вот в эти безумные просто переходы. Видите, они где-то однотонные, где-то вот такие двойные, как и в шопеле, да, там тоже две ниточки перекручены, перемешаны. Очень интересно. Так что такой вот чудесный мериносик. Начинаем. Так, значит, берем спицечки. Это что за сладкая булочка? Что скажете, царь? Насчет своей сладости. Просто невозможная. Друзья, доброе утречко. У меня сегодня 9 октября. У нас сегодня снова снег. Ну, как снова, он вообще-то, по-моему, с 1 или там со 2 октября не прекращается практически. И сегодня прям очень пухлые хлопья снега, все супер бело. Ладно, не об этом речь. По погоде как бы все уже поняли, да, что в Новосибирске как бы все, зима наступила полноценная, основательная, просто с 1 октября. Итак, в прошлом влоге я закончила на том, что я практически связала такую вот шляпочку по мастер-классу Ульяны Ситник. На нее ссылку тоже я оставляла в прошлом видео. И в этом видео на всякий случай тоже оставлю ссылки. На случай, если вы тоже захотите связать. Так вот, ну я буквально, как и говорила, я довязала 2 рядка, один и еще вот этот финальный рачьим шагом. Кстати, я впервые такой стежок пробовала, такой способ. Ну, забавненько, интересненько, такой вот, такая пухленькая, так скажем, обвязка получилась. Так, сейчас я попробую найти, где тут стык зада. Блин, его реально практически не видно. Ой, как я ровно вяжу, что аж стык... А, вот я нашла. В общем, ну, собственно, практически ничего не изменилось. Вот с того момента, как я в конце прошлого видео мерила эту шляпочку, вот такая она классненькая получилась. Ну, и что вы думаете? По традиции, когда я заканчиваю вязать какую-то классную вещицу, которая мне нравится, я просто, ну, вот физически не могу, у меня руки чешутся и тянутся снова взять и связать еще одну такую же вещицу в другом цвете или для кого-то из подружек в подарок. Короче, вот правда. Если мне какая-то вот минуточка, полчасика свободного времени выдается, у меня просто руки сами тянутся так. Я хочу еще какие-нибудь ниточки посочетать. Вот такие вот пестренькие разные страны. И так приятно, что вот эти мотки, вот этот
я даже не знаю, как это, флуоресцентно-персиковый цвет, наверное, я его так назову, вот этот вот. Он сам по себе, и вот этот ярко-фиолетовый тоже, вот эти флуоресцентные детские открытые яркие цвета, они мне вообще не нравятся, то есть конкретно из этих цветов я бы себе никогда никакую вещь не связала. Поэтому эти моточки, они просто так и лежали, по-моему, с позапрошлого лета. И тут, когда я совместила их с разными другими ниточками, это в целом так миленько смотрится, такая уже летняя, то есть светленькая шапочка, уже шляпочка, летний вариантик. И здесь я решила, если вот эту шляпку, у меня здесь ниточки толще, я отходила от описания Ульяны, я там что-то меняла просто на ходу, примеряла, как-то вот что-то изменяла, и мне даже показалось, что, блин, зря я что-то, мне как-то не так нравится, у Ульяны круче выглядит, но в итоге вот эта шляпка на мне просто замечательно, идеально сидит так, как надо, а вот эта шляпка... Так, сейчас мы опять найдем стык. Тут, кстати, стыков нет, но есть несколько моментов вот таких вот углов каких-то странных. Я не знаю, то ли тут просто как-то вытянулось, то ли я какую-то слишком прибавки делала в одном месте, что оно так угловато в нескольких местах вот так выглядит, не очень красиво. В общем, то вот эта шляпка, я ее вязала, понимаете, тут что-то торчит немножечко. Ну, видите, да, как будто бы натяжение, может, там подтяну ниточку, кстати, обвязка рачьим шагом, как будто здесь вот я слишком свободно обвязывала, и вот они как-то свисают, да, вот эти ниточки. Короче, здесь я уже вязала вообще не примеряя. Я просто вязала вот прям вот четко по схеме Ульяны. И, ну, естественно, ниточки-то другие, разные. Тут все равно нужно как-то примерять на себя. В общем, мой совет: будете вязать эту шляпочку, вяжите, периодически примеряйте, чтобы там понять, что. Потому что здесь, ну, смотрите, вот, во-первых, вот такая штука свободного. То есть очень большая. Ну, конечно, это забавно, быть может, как-то так вот выглядит. Просто шапочка-гномик. Если в этом и есть задумка. Но, как Ульяна говорит, что в каком-то моменте нужно посильнее вот так вот натянуть. Здесь растянется чуть-чуть шапочка и приобретет форму, которую нужно. Но в таком случае она... Ну, кстати, сейчас уже получше, может быть, действительно нужно еще посильнее понарастягивать. В общем, она мне оказалась слишком давящей вот в этом моменте. То есть, да, я его чуть-чуть растягиваю на себя, на голову, подрастягивая эту шляпочку. Тем не менее, вот этот очень большой кусок все-таки остается, его не уменьшить, иначе это при том, что я все-таки, по-моему, ряда 4 в конце по описанию Ульяны не довязала. То есть там еще длиннее было бы это. Ну, опять повторюсь, что у Ульяны просто другие ниточки. Логично, что там другая пропорция. Вот, опять же, вязка у всех разная. Здесь, может быть, я слишком плотно вязала, что, в общем, она мне тесная. Тесновато. Ну, что-то, короче, забавная, интересная, милая шапочка. Но вообще, я думаю, ее подарить кому-нибудь как банную шапочку, потому что это просто хлопочки, тут нет никакой-то шерсти, в отличие от вот этой шляпки. Здесь у нас полушерсть и ниточка мериносика, вот эта тоненькая-тоненькая, носочная такая вот, пестроты такой коричневатой добавляет. Здесь же это просто хлопочки, просто разные хлопки, которые я вместе совместила, и мне кажется, это... Хотя и шерсть тоже в баню, мне кажется, нормально. Вот эти войлочные настоящие шапочки банные, это же как бы войлок, это же тоже шерсть, да, считается. В общем, неважно. Такая вот летняя шляпка-панамка гномика. Забавная получилась. Окей, вот просто у меня теперь 2 шляпки. Эту я подарю, скорее всего. Также, так, сейчас мы чуть-чуть себя лохматость приберем. Также, значит, я как-то в последнее время делаю мало подсъемов в моменте, и когда накапливается много каких-то разных новостей, я вот так сажусь и вам скопом вываливаю новости. Так вот, в этом моем порыве вязания головных уборов, я думаю, это сейчас у многих вязальщиц, у многих моих коллег-блогеров, шапочное безумие. У меня пока еще, хотя шапочка у меня уже была одна, кстати, вообще еще в самом начале осени я для Егора связала, сейчас у меня пока что вот так по шляпкам, по беретикам. И так вот, помните, в прошлом влоге я не стала вырезать этот момент моей неудачи вязания беретом. Я решила, что я вернусь к нему однажды чуть позже, потому что я это вязала просто за день до отпуска. Я вот думала, что вдруг я внезапно свяжу этот беретик, возьму с собой на случай, там, знаете, просто красивенько или в горах где-то так с этим беретиком походить, пофотаться красиво.
Но неудачно было, хотя не то, чтобы там что-то критичное непонятное, просто чуть внимательно именно в моменте убавок, чтобы вот этот круг был более ровненький. Ну так вот, к чему я веду. Вернувшись из отпуска, я здесь не показывала эти подсъемы, я все-таки добила. Я добила. И абсолютно без проблем связала вот такой беретик. В этот раз ладно, окей, я снова буду ссылаться к Ульяне. Что-то у меня в последние видео очень много упоминаний Ульяны. Мне даже девчонки пишут, типа, что как здорово, что я часто упоминаю моих коллег. Я Ульяну очень люблю, поэтому мне не жалко ее по 100 тысяч раз упомянуть. Именно Ульяна тогда меня подбила на этот беретик, хотя у меня на Пинтересте давно сохранены картиночки подобного беретика, но тут вот звезды сошлись, я тогда в попыхах с неудачной попытки его вязала. А вернувшись из отпуска, у Ульяны вышло видео, как она вяжет такой подобный беретик. У меня в планах здесь был более пухленький, более такой вот, не то что даже теплый, потому что, ну, смотрите, он дырявый, понятное дело, тут все будет продувать. Но мне хотелось именно вот этого пухлого эффекта, вот этого такого зефирного пухлячка добиться. И именно самая большая моя проблема была в убавках. У Ульяны я подсмотрела, и мне понравился ее способ, в отличие от того мастер-класса, по которому я вязала тот первый неудачный беретик. В общем, все сложилось, все получилось. Что-то я очень долго рассказываю про этот берет. Давайте примерю его. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, вот по форме, по объему, по пухлости. Вот все, вот эта пипочка вообще милейшая. Вот все, как мне и хотелось, так он у меня и получился. Я еще подробнее, красиво сделаю подсъемы этого беретика, потому что не просто так, девочки. Не просто так. Помните вот эту штучку? Ту-ту-ту-ту-ту. Потому что я тоже на днях села наконец-то довязать, доделать вот этот жилетик по описанию Кати Ринг. Я его вообще начинала у нее в тесте, но этот тест еще до начала лета, по-моему, где-то весной Катя его выпускала, это описание, я тогда не успела довязать. Ну а дальше было уже лето, и как бы, знаете, эту теплую пухленькую жилетку как-то вообще было вязать, поэтому я намеренно ее отложила до осени. Время пришло, осень пришла, у нас так вообще зима уже пришла. И я наконец-то села вязать вот эти вот бахромушки, вот эти айкординки. Впервые в жизни, да, я вязала вот такие айкординки, мне понравилось. Мне осталось вот буквально чуть-чуть. Ну и, конечно, заправить ниточки во всей этой бахроме. Кстати, так даже тоже небрежно прикольно. Но, конечно, я заправлю, все по уму сделаю. И хочу красиво вот в этом комплекте. Вообще изначально была идея именно комплекта вот этого. Ближе к концу я все это сделаю, красиво вам похвастаюсь вот в этом. Такие вот новости, потому что молчать уже не могу. Я такая сижу, вяжу, думаю, так, не буду ничего подснимать. Когда чуть-чуть доделаю, то расскажу. Вот, так что, в общем, все вам рассказала. Так, и что еще? Последнее быстренько расскажу. Вчера вечером уже подсъемы я делала, показывала вам. Я добралась до этого моточка Infinity от Lang. Вот, то есть он вот так вот стянут, и не так заметно. А когда вот сняла я этикеточку, то здесь заметен вот этот большой-большой такой вот пухлый моточек всевозможных цветов. Вот только посмотрите. Это вообще что? Все цвета, по-моему, которые возможны. Так вот, как я и планировала, я провязала тут совсем чуть-чуть, потому что я пыталась сначала, то у меня же был шире. Мне почему-то казалось, что он начнется очень сильно... Ну, хотя я слишком мало провязала, чтобы понимать, начнет он вот здесь вот сворачиваться или нет. Я думаю, начнет, конечно же, когда будет большая длина. Я просто так и хочу, чтобы был такой узкий шарфик, который скручивается практически вот в трубочку. И это как декоративный, вот такой длинный, несколько раз вокруг шеи, и такой вот полосатенький всех-всех цветов шарфик. Очень приятная ниточка, хотя в ней постоянно попадается, видите, цвет цветом переходы, как бы это понятно здесь. Но здесь постоянно попадаются, видите, вот эти пятнышки. Какие-то пушайки, ну, как бы, понятное дело, они тоже мериносовая шерсть, скорее всего, но она как будто бы попала откуда-то из другого места. И оно еще утолщается в этом месте, оно очень пухло, я их пыталась обрезать, иначе бы они, наверное, выглядели, вот эти места, еще более пухло, пушисто. Ну, вот так вот видно, да? Хоп, и вот такие штучки. Ну, вот здесь вот тоже видно, да?
Она гораздо, вот эта петелька, толще, чем остальные, потому что вот в ней попала вот эта пушинка. Ну, в общем, я решила не слишком сильно Вот, смотрите, смотрите, кстати. Нашла просто место такое же. Вот фиолетовая, точнее, бордовая часть, да, вот она идет, 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 идет. Пум! Вот такая штука. Вот такие вот вещи, они здесь попадаются достаточно часто. Хотя вот так вот их как будто бы и не видно. Ладно, не знаю, в каких-то местах, в общем, наверное, они попадаются, в каких-то нет. Я решила не сильно не обращать на это внимания. Пусть будет вот такой вот разномастный, разношерстный, неоднородный местами шарфик. Я думаю, этот процессик такой вообще не требующий умственных каких-то затрат. То есть его можно вязать вот тут под сериальчик или куда-то с собой взять. Что-то вот такой дорожный максимально процесс для отдыха. Вот. А пока у меня каждый выпуск влога я об этом говорю. У меня пончо, которое уже нужно довязывать. И вчера я опять же вечером показывала вам под съем уже первая у меня примерка. Я соединила все детали. И теперь нужно как-то вот эту переднюю горловинку, часть, как-то нужно что-то придумывать с ней. Этим сегодня я и планирую заняться, поэтому, ну, может, и будут какие-то подсъемы, может быть, нет. Ну и что же мы здесь видим? Я сначала довязала последние аккординки, вот эти бахромушки, заправила все кончики. Ну, кстати, так достаточно несложно было, спокойно сидела, смотрела сериальчик, заправляла кончики, вот здесь у меня обрезочки. Все, пока не буду примерять, думаю, соберусь на днях, красивый подсъем и покручусь перед зеркалом, чтобы не в этом искусственном освещении ужасном быть. Такие дела. Дальше, наверное, я за пончо возьмусь. Да, все-таки надо что-то там придумывать. Но снимать сразу урок я не могу, потому что пока я даже не знаю, как там сделать обвязку. Кстати, вот у меня висит пончо. Я сегодня купила такую вот классненькую корзиночку. В супермаркете попалась. Мне давно хотела, у многих девчонок видела. Такая просто обычная корзиночка, но удобная. Так вот, я вот думаю провязывать, а потом я вот просто не знаю еще, как вообще провязывать эту горловину. Я думаю, наверное, попробовать это пообвязывать, потом распустить и уже снимать урок. Так что сейчас вечером, наверное, я попридумываю, что как. Так что придется 2 раза мне эту операцию делать, чтобы как бы и снять урок, и довязать пончо. Ну что же, друзья, вот я и довязала и этот жилетик с такими классными бахромушками, и беретик. Это такой классный получился пушистенький комплект, я вообще в полном восторге. Это супер нежная пряжица Элис от Перми, 63% альпака и 30, сколько там, 7 полиамид. И это очень мягенькая пряжа. Кстати, мне очень нравится, как получился в итоге этот беретик. Особенно вот эта милейшая пипочка. Ну, в общем, да, я уже рассказывала, по-моему, и о беретике, и об этом жилете. Да, так что не буду долго рассказывать, просто покажу вам. У меня последнее время Цири почему-то залазит вон туда, между стеной и диваном, вон туда, в угол, и сидит там. Я вообще не понимаю, что она там делает. Подумала, может, ей не хватает уединения какого-то вот такого закрытого. И вспомнила о том, что вот эту лежаночку я на лето убирала на балкон, потому что, ну, в ней жарко. Зачем она пылилась все лето? Поставила Цири.
Она сразу же залезла, сидит там, что-то шебуршится. Кисуль. Поньк. Ну, нос хотя бы покажи свой. Чё, как там? Сидит, мурчит. Ну, пусть. Рада. Видимо, не хватало ей какого-то такого укромного домика. А еще вот эту нашла подушечку тоже. Здесь на лето я убирала все подушечки, потому что жарко было. Ей нравилось именно на полу лежать. Постелила она сразу. Здесь тоже любит лежать. Любимое место. Тут швейная машинка, которую я не убираю, потому что мне нужно дошить мои штанцы. Вот эти раскроенные. Беретик я уже показывала. Здесь, кстати, вяжется мой шарфик по чуть-чуть, по чуть-чуть. Выглядит очень кривенько, но такие ниточки. Они где-то вот такие толстые, потом хоп, тонкие. Поэтому я уже поняла, что этого не избежать никак. Такие. Поэтому стежки, петельки кривенькие. Ну, ничего страшного. Может быть, после стирки выровняются. Значит так, надоели мне эти штаны, вот этот бардак, вот эта неубранная машинка швейная. Здесь швейная машинка, тут пирожочек спит. Короче, сейчас быстренько надеюсь дошить и убрать все это, освободить рабочий стол. А то как-то перегруз, не люблю я в таком вот каком-то беспорядке, нагромождении в каком-то жить. Потом уже спокойно возьмусь довязывать свой пончо и остальные вещички. Ну что же, вот штанишки и готовы. Немножко мятые. Ничего страшного, я думаю, оно как бы в носке все исправится. Все равно стирать. Просто эту ткань не обязательно отглаживать перед раскроем, потому что это трикотаж, это флис. Вот такой вот он мягенький, пушистенький. Очень комфортный. Из меня такая свободная здесь резиночка. Низ я просто подогнула и прошила без каких-то манжет. Вот такой. Но это, кстати, крой немножко другой, нежели вот эти клетчатые, которые я шила тоже на днях. Здесь более оверсайзный, такой свободный крой, более вот эта мотня низкая. Вот. Так вот смотрится сзади. Очень комфортные домашние штанишки. Я довольна. Самое главное, что можно наконец-то все эти швейные машинки убрать со стола, спокойно вязать уже в чистоте и в порядке. Я вот думаю пришить сюда такую бирочку вперед, просто чтобы очень быстро понимать, где перед, где зад, не задумываться и быстро надевать эти штанишки. Ну, наконец-то порядок, и под столом кучи проводов нет, хотя все равно от компа, конечно, там выглядывает. Но в целом порядочек, приятно. Все, сажусь довязывать пончо. Сыль, куда убежала опять? Только начинаю ее снимать, как она угарно играется с шариком. Она просто убегает. Цирь, мячик неси. Цирь, мячик неси. Пришло время что-то сделать с вот этим долговязом. Вот просто сейчас или никогда. Ниток у меня на самом деле осталось вообще почти 0, потому что ну, вот зеленого вот все, что осталось, собственно. И вот толком тут даже и не хватит. Не знаю, может быть, соединить хватит. Так что будем вывозить вот этими другими цветами. Еще маленький кусочек зеленого. В общем, все. Сейчас что-то соединю, доделаю маленький коротенький шарфик. Просто пусть будет. По наполненности квадратиков и узоров, я думаю, шарфик закончен.
Кстати, вот вообще прикольно так получилось, я не ожидала. Вот здесь у меня грязное зеркало. Опять. Блин. Здесь у меня, получается, был узор, квадратик, вот жаккардом, квадратик жаккардом, на который у меня мастер-класс есть. И этот квадратик был чуть меньше, чем ширина шарфика. Я решила просто зафиналить по бокам столбиками с накидом. И получился вот такой как будто крестик. Забавный, интересный узор. Здесь я уже просто на ходу соединяла. Тут вот шахматку добавила. Все, здесь уже все и так было. В общем, все, думаю, в целом даже не самый короткий, нормальный такой шарфик. Вот так вот просто на один раз можно носить. Можно как бы вот так. Ну, в общем, он даже, мне кажется, мужской шарфик. Можно вполне. Может, кстати, Егору подарить. Интересно, будет ли он носить такой. Хотя он вообще шарфики не носит, поэтому пофиг. Подарю лучше подружке. В общем-то, осталось теперь все эти кончики заправить, а их тут очень много кончиков. Ладно, начну, по крайней мере, сейчас посмотрю какой-нибудь сериальчик, буду заправлять. Ну что же, шарфик закончен, все кончики заправила. Время, почти 3:30. Это я вообще жестко засиделась. Хотелось просто закончить и уже все постирать. Ну, стирать уже буду не сегодня, завтра, потому что весь он такой очень кривенький. Это, конечно, ну, все не поправится в ВТО, но чуть-чуть, может быть, распрямится, плюс, может быть, станет чуть помягче пряжа. Короче, все готово. Долговяз один еще завершен. Очень здорово. Завтра постираю. И финал уже как-то красиво на себе отсниму потом, как всегда. Доброе утречко, друзья! У меня сегодня 15 октября. У меня сегодня день рождения у мамы и у моего племянника. Такое вот двойное день рождения в нашей семье. И что хотела я сказать? Я опять в моменте не показываю вам ничего, потому что у меня все время какое-то вдохновение начинается именно ночью, вечером, когда у меня включен комп, мне не хочется в ужасном освещении, с грязными волосами, не знаю, включать и что-то вам рассказывать. Так вот, маме на день рождения я специально спросила, что маме нужно, потому что моим родственникам никому не нужны ни носки, ни шапки, хотя ладно, шапки. Ну, в общем, родным, моим близким родным, типа родителям, например, брату, не нужны им эти вещи, они их не носят. Либо они носят какие-то специальные, супер, там, не знаю, брат у меня спортивное, что-то всякое разное носит, там, супер выводящее влагу, еще что-нибудь там для спортивных каких-то мероприятий. В общем, я специально спросила, ну, может, какой-то шарфик, может, в общем, надо как-то добиваться своего, привлекать своих родных к вязаным вещам, чтобы я могла кому-то что-то вязать. Потому что вот это моя целая огромная носочная коробочка, накопившаяся за год. Кроме как паре подружек и сестре, и то сестра вот тоже, у нее аллергия на шерсть. Как бы, что человека мучить, если аллергия у человека на шерсть? Только хлопковые, может, носочки я могу ей какие-то связать. В общем, и все. Паре подружек, и все, лежат теперь эти носки. Ну, как теперь. Этот Новый год даст мне понять, кому можно подарить еще. Будем какой-то, не знаю, второй, третий круг у друзей, не знаю, привлекать к этим вязаным носкам. Может, я буду дарить, разыгрывать для вас, зрительниц, потому что куда девать носки, собственно. И как бы я хочу вязать новые носки, но я задумываюсь, а куда я их дену? В общем, такая вот у меня дилемма. Так вот, вернемся к штучке. Вот к этой вот. У меня тут в руках штучка. И это не шапка. Значит, мама. Я хотела маме предложить, может, ей какой-то шарфик или палантин нужен. Потому что у меня девчонки надарили
куча классной пряжи, вот такой секционно окрашенной, с переходами, меринос. Вот очень классные моточки, которые я смотрю и думаю, это будет какая-то шаль или большой палантин, или бактус, да, вот такой углом. Что-то такое вот у меня вот в голове было. Я предлагаю маме, она говорит, мне вот эти все шарфы не нужны, мне, пожалуйста, снуд. Ну, точнее, просто манишка, то есть с горловиной, как у свитера, и переходящей чуть-чуть вот сюда. Говорит, надел, чтобы ничего не наматывать на шею, а вот так ей удобно. Так вот, я открыла, естественно, первый какой-то попавшийся мастер-класс на YouTube и начала вязать манишку. Собственно, вот она, горловина как раз и отвязана, и сейчас начинается реглан-погон. Я ни разу не вязала вообще никаких регланов. Я готовилась, что однажды я это начну. Я понимала вот эти все стандартные картинки. Горловинки, там реглан, вот эти линии, какие-то... росток, естественно. Росток, сокращения вот эти. И эта картинка в начале видео, в начале мастер-классов всегда меня жутко пугала. Я такая, что? Когда-нибудь потом этому научусь. Вот. Но сейчас, я думаю, во-первых, надо когда-то уже начинать. Во-вторых, меня уже не так сильно пугают все эти вещи. В целом убавки, прибавки, накиды. И вообще девчонки мне вот на вязальной встрече говорят, Даш, вот ты связала ажурный джемпер. Если кто-то помнит, давайте фотку просто пришлю, чтобы вспомнить. У меня там было просто столько приключений с этим джемпером. И я все это осилила, все это смогла. Мне кажется, после этого джемпера ажурного, все, что я там пережила, я уже все что угодно могу связать. Казалось бы. Но вот эти все страхи, они как-то все равно, привычки как будто бы остались. На самом деле, конечно же, нужно просто садиться и пробовать. Так вот, да, я только-только начала, выбрала маркерочки, свой наборчик. У меня специально был для реглана. Тут у меня... Но это не совсем реглан, это именно погоны. То есть тут по бокам только будут прибавки легче. Вот такой вот маркерочек. И вот еще такие в комплекте есть. Для реглана же нормального нужно 8 маркера, да, 4 для одного и 4, в том числе один маркер прогресса другого цвета. Что-то, ладно. Я еще не знаток реглана, что я тут умничаю. В общем, взяла просто свои маркерочки, только-только разделила, делаю первые прибавки, и сейчас буду ростком делать туда-сюда поворотные ряды. Все, в общем, вяжется манишка. Первая моя в жизни манишка. Кстати, да, пряжа. Что, давайте скажу по пряже. Значит, спохватилась я достаточно поздно, что нужно что-то маме в подарок связать. И не было уже времени заказывать какую-то пряжу. И вообще, я практически сейчас вообще не заказываю пряжу и стараюсь этого не делать, потому что нужно извязывать остатки. Конечно, я полезла в свои какие-то запасы и нашла вот эту ниточку. Это одна из моих самых-самых первых говорят так? Одна из самых первых ниточек, которые я вообще покупала себе сама. В начале своего пути, тогда же, когда пехорка народная, вот эта ниточка, пехорка мериносовая, это мои самые первые ниточки. Это у нас, значит, Фиджи, пряжа из Троицка, Фиджи. Вот. Мне очень, на самом деле, нравилась эта ниточка. Потом уже, когда я начала у блогеров где-то ее встречать, и где ее лошили, в общем, плохо от нее отзывались. Собственно, у нее настолько бюджетная цена, что, понятно, что это не какой-то там меринос от Drops, да, я не знаю. Это... реально цена, я уже сейчас не вспомню, но очень маленькая. Она продавалась с 10 мотками, вот такая вот пачка. И стоила что-то рублей 500, 400. Представляете, да, за 10 моточков по 50 грамм. Это такая ниточка, это шнурок. Причем состав тоже, по описанию классный. То есть это этот шнурочек хлопковый. Хлопок 60%, то есть основное тут это этот шнурочек беленький, видите, проглядывается. На самом деле мне не очень нравится, когда цветной артикул этой пряжи, поэтому я очень много брала просто белая, молочная. Она сливается с этим хлопком-шнурком, и получается вообще просто отличная, прекрасная ниточка в молочном цвете, таком белом. Она мне очень нравилась. 60 хлопок, 20 шерсть мериноса, вот этот пушистик, которым набит шнурок, и в том числе там 20 акрил. То есть акрил с мериносом, 20 и 60 хлопок. Нормальный состав.
Конечно, да, все пушистенькие пряжи, ну, возможно, за счет того, что это акрил. Короче, она скатывается. У меня из такой пряжи связан кардиганчик. Тоже один из самых первых. Вообще, кстати, у меня тут многие спрашивают вообще сделать такой ролик отдельный. Все, что я вот успела связать. Или что я связала за год. Ну, я на самом деле ну, это кажется, что я мало связала, на самом деле, если так задуматься и подсчитать и выписать, то достаточно много. Ну, и я, короче, задумалась о том, что в целом я хочу сделать такой выпуск, все, что я связала за 2025 год, например. Это, конечно, туда не отнесется, тот кардиган, потому что я его раньше вязала. Но вообще интересно такой выпуск. Скажите, вам такое интересно? Мне просто хочется какие-то новые рубрики видео, не только влоги вязальные, внести в мое творчество, в мое блогерство. Так что идейки такие есть. Так, я куда-то ушла не туда, хочется многому поведать, и куда-то меня несет. В общем, ниточка нашлась у меня в закромах, и вот вяжу я. Она совершенно не колючая. То есть это вот как раз тот вариант пряжи, который, ну, вообще не колючий. Вот такая будет манишка для мамы. В сером тоже такой универсальный как бы цвет, подойдет подо все. Маме это подходит. Ну, я, естественно, согласовала с ней и цвет, и форму, манишку, чтобы мы точно понимали, о чем речь идет. Вот такие вот у меня новости к данному часу. А вообще, я вчера выложила влог о моем путешествии в Алматы. Это просто был кошмар. Я так долго, я, наверное, 3 дня его монтировала. Я каждый раз думаю, вот это самое тяжелое — монтировать влоги из отпуска, и на них еще так мало просмотров. Это каждый раз демотивирует, но как бы не каждую неделю мы ездим в отпуск. Уж ладно, можно помучиться, чтобы хотя бы даже просто для себя на память остался этот ролик, как я там путешествовала. Что-то сопля потекла. Так вот, вчера я выпустила этот ролик. Сегодня уже 15 октября. У меня очень жестко поджимают уже сроки, на самом деле, по календарю. Поэтому я приняла решение сейчас все силы туда направить. Мне нужно дорисовать, и я вот эти несколько дней буду прям, ну, практически весь день. Если раньше я в день выделяла всего лишь 1 час, часик порисовать, и то не каждый день. Я вообще, конечно, та еще лентяйка, если мне не хочется что-то делать. В общем, а сегодня я постараюсь как следует прям порисовать. Я сейчас рисую картинку для октября. Мне нужно еще для ноября и для декабря. То есть 2 дорисовать, 1, еще 2 нарисовать. И уже печатать, потому что уже середина октября, уже нужно вовсю. Вот сейчас, по идее, по моим планам, я должна уже заниматься именно печатью, понимать, что как смотрится, что-то там, чтобы было время на какую-то, может быть, переделку, если что-то там неправильно в типографии пойдет, или какая-то цветопередача не та, или еще что-нибудь. Ну, то есть тестовый какой-то вариант сначала. Я же не сразу пойду партию 100 штук печатать. И вообще, вот так я задумываюсь, думаю, ну 100 штук, ну вроде как бы, ну, надеюсь, как-то продастся. Потом думаю, да господи, а вдруг не... Ну, вот 100 штук, мне кажется, это так много. Вот я просто дома разложу эти календари, 100 штук. А если они не продадутся, и будет это лежать пачка, вот это огромное календарей у меня. Короче, я каждый раз так волнуюсь вот в таких моментах, где нужны вложения. Ну, не маленькие вложения, ну, как для меня не маленькие, может, для кого-то копейки. Но 100 штук напечатать календарей, это как бы, ну, весомая так денежная затрата, плюс есть там упаковка, еще открытки, наклейки, там, у меня еще в планах, короче, это не просто календарь, у меня там будет как пак, подарочный пак с календарем, там, ну, короче, позже расскажу, когда все это будет готово, что это, короче, это целый набор, красивенький, подарочный такой, чтобы можно было в подарок и родным, например. Вот. Но также будет, и если кому-то вообще не нужна вся эта мишура, только нужен 1 календарь, будет и такая опция, можно и отдельно купить. Ну и вообще по цене тоже, я вот думаю, какую цену поставить. Я еще пока не знаю, сколько уйдет на печать, сколько вообще, что как. Буду из этого исходить. В общем, такие вот страхи, сомнения, но точно буду печатать, даже если у меня эти календари останутся. Ну, что делать?
буду стараться. Стараться как-то активно всем про них рассказывать, друзьям своим тоже. Такие вот дела. Ладно, все. Сейчас еще чуть-чуть повяжу, себя порадую этим процессиком и сяду рисовать. И на самом деле вот сложно заставить себя каким-то не то что нелюбимым делом. Я люблю рисовать, но вот знаете, вот этот первый шаг, что ли, сесть, взяться и рисовать, не то чтобы мне очень сильно хочется, но надо. Потом я уже вхожу как бы в процесс, уже ловлю какое-то вдохновение, и уже там дальше интересно рисовать. Но вот этот первый шаг мне сложно сделать, поэтому я придумываю для себя хитрости для своего разума. Типа, я сейчас порисую часик, а потом награжу себя чем-нибудь приятным, типа повязать какой-то классный процесс свой любимый. Или потом, не знаю, сесть, посмотреть часок свой любимый сериальчик с какой-то вкусняшкой, а потом снова порисовать. Что-то такое. Короче, нужно сложные большие задачи дробить на маленькие и еще себя подпитывать какими-то вознаграждениями небольшими, шажками, выполнять эту задачу. Такой вот план у меня на сегодняшний день. Кстати, еще. Вот тут у меня уже досох шарфик из вот таких вот разных узоров, мотивов. Все, я думаю, что его сейчас сниму. Как бы тут, конечно, все ровненько, потому что я прицепила. Конечно, не будет так все идеально. Кстати, давайте сейчас сниму и покажу, что насколько выровнялось после ВТО вообще изделие. Ну, кстати, даже вон как ровненько, потому что до ВТО он был вообще очень кривой. Очень-очень. Более такой грубый колом стоял. Тут такой стал более эластичный. И даже почти прямой. Классно в целом. Очень. Ну и раз я здесь чуть ранее коснулась темы календаря, то хочу сразу показать вам еще одну картинку за месяц октябрь. И в этот раз давайте совсем без слов. Просто насладитесь этим процессом под приятную музыку.
залезла и сидит. Приветики, друзья! Я сейчас читала комментарии к ролику про путешествие моего в Алматы. И я вообще не ждала, какой шквал неодобрения, негатива на Егора вылился вообще, как будто он виноват. Я не знаю, может, недостаточно подробно объяснила. Да и вообще в целом я вообще не понимаю людей, которые, не зная всех нюансов ситуации, вообще не разобравшись, просто сразу начинают осуждать. Сразу мне одна девочка говорит: все, разводись, это не твой мужчина, как можно было так поступить? Вообще, это что за... Конечно, девушка, я вас послушаю и такая пойду просто разводиться из-за того, что вы даже не потрудились, даже не спросить. Ладно, девчонки там спрашивают: а как так, а почему? Ну, действительно, ситуация такая странноватая. И не то, чтобы Егор такой: а, пофиг мне вообще на жену, и я не куплю ей билеты, блин. Ситуация как бы имеет море нюансов, причин. Дело в том, что билеты покупал вообще не Егор. То есть есть чат, они там обсуждали, это компания, это корпоративные билеты. Я уже не в компании нахожусь. Я была в команде с ребятами и строила вечеринки 5 лет. Но 2 года назад я ушла, потому что очень тяжелый труд, и, ну, и как бы все, я уже этот путь прошла, ну, короче, нормально просто оставила эту деятельность. Егор, как основатель с самого начала, он этим занимается уже больше 10 лет. Ну, хотя, сколько, по-моему, 10 лет как раз вот в этом году и было этим вечеринкам. Так вот, билеты покупали ребята просто вот так пачкой скопом. Возможно, Егор не сразу, это вечером поздно было. Он, может, не сразу даже увидел, что уже билеты куплены. Плюс к корпоративным билетам ребята сказали: все друзья, там, жены, просто друзья друзей, зовите кого угодно, но уже оплачивайте билеты сами. Поэтому у нас и набралось только много, 20 человек. Как бы это не 20 человек в компании. В компании там, я не знаю, ну, человек, может, я даже не знаю, 7-10. Вот. Остальные это просто друзья, которые просто вместе хотели отметить этот корпоратив, этот отдых, этот отпуск. Вот. И уже на следующий день Егор как бы увидел, что все, уже движуха, уже билеты куплены. Он мне написал, ну, возможно, да, он чуть-чуть затупил, чуть-чуть позже, там у него свои какие-то пироги, у него ремонт, там мало ли какие обстоятельства у человека. Он уже чуть-чуть опоздал, мне пишет: Даш, блин, надо билеты брать. Он мне перевел денег. Не то чтобы он себе купил билет, а я себе там покупай как хочешь билет. Он мне перевел денег, и я начала искать вот эти билеты. И они очень сильно подорожали. Я сама сделала выбор, потому что, извините, у нас уже бюджет общий. Как бы мне зачем наш общий семейный бюджет переплачивать на 20-30 тысяч? Я что, совсем? Я человек экономный. Я сама, я не видела в этом такой трагедии, проблемы. И, ну, не знаю, может, я рассказывала очень эмоционально, но вообще-то это было забавное приключение. Да, это было тяжело, и в будущем как-то... Это тот же опыт, да, на будущее. Я сама выбрала такой вот билет на попозже, но не переплачивая. И уже ближе к моменту Егор в аэропорту, на самом деле, очень переживал. Говорит: блин, Даш, как я тебя оставлю? Надо было все-таки нам выбирать билеты. Я бы, ну, переплатил, ничего страшного. Он переживал за меня. Я, наоборот, его успокоила, говорю... И он даже хотел поменять вот в моменте билеты в аэропорту прям, ну, естественно, переплачивая дофига. На что я сказала: нет, никаких переплачиваний. Я спокойно, нормально посижу, книжку почитаю, вообще не волнуйся, не парься. Ну, то есть, и это был для меня хороший опыт, что я уже говорила этот момент, что я привыкла, я уже как бы сроднилась с аэропортом, я уже поняла всю систему, и теперь я уже точно в аэропорту нигде, даже если я в какой-то ситуации одна останусь, или вообще я даже сейчас, вот сейчас, я даже не боюсь полететь куда-то одна, потому что все это мне уже теперь стало более, что ли, близко привычным. Такие дела. Так что не надо, пожалуйста, на Егора наезжать. Просто это был сейчас этот выплеск души. Я извиняюсь, это будет в тему, не в тему. Если вы смотрите этот влог, и тут внезапно вот этот спич, и вам интересно, что это вообще было за приключение, переходите по ссылочке вот сюда. Мое приключение, влог из Алматы. Как мы в компании 20 человек там отдыхали. Девочки, приветики. Смотрите, какая у меня красота. Позавчера стартовал совместник Киры, про который я рассказывала, про перчаточки. Я тут сделала уже все замеры. Смотрите, как красиво. Мне так нравится эстетически, как вот эта рука обведена и пальчики. Кира так рассказывала.
Образец я вам уже показывала. И что начала? Ну, тут, конечно, 3 рядка провязаны, но, знаете, как бы мне так нравится делать все по уму. То есть образец, значит, был. Расчеты все есть. Все по своим мерочкам. Тут все я рассчитала. И начинаю вязать манжету зубчиками. Знаете, такое есть. И носочки, и перчаточки. Можно начинать именно вот такой вот, как с подворотом, и зубчиковый край. Короче, я видела у девчонок, мне всегда очень хотелось попробовать. Я ни разу такое не вязала, так что с удовольствием сейчас буду постигать эти новые для меня способы. Вот, начало положено. Вообще я уделяю сейчас время вязанию меньше, чем обычно, потому что я очень плотно сейчас занимаюсь рисованием календаря. Так что, в общем, рисую усиленно, потому что я отставала от графика. Цирь у меня тут спит. В общем, такие дела. Немножечко вяжу, потом пойду рисовать снова календарь. Ой, что у меня получается? Мои пупусичные вот эти вот ступенечки. Они такие милые, я не знаю. Я так рада, что я научилась этому способу. Почему я раньше просто не нашла и не научилась так делать? Это же такая милота. Я теперь у всех носочков буду делать такой край. Нравится. Да, что-то в этом выпуске очень много у меня подсъемов в цире. Что-то как-то накопилось, видимо. Но я надеюсь, вы не против. А еще мы с Егором ездили на гастрокорт кушать вкусности, и я выгуливала свой новенький комплектик, розовый берет и жилетку. Я, как всегда, выбрала любимый свой фобо, просто обожаю. Это, наверное, одно из моих самых любимых блюд. А у Егора это ребрышки. Ну что же, давайте подведем итоги этих 2 недель. Мне кажется, они прошли достаточно плодотворно, учитывая, что я очень много времени уделяла на рисование календаря, на завершение пончо и снимание уроков сразу же для него, подсъема сразу же для него уроков. И по итогу у нас, значит, 1, 2, 3, 4 готовых работы. И здесь я вам нагло вру, потому что за эти 2 недели у меня аж 8 готовых работ. Это 2 сшитых штанцов, 2 шляпки гномика, 1 берет и 1 жилетка розовые, 1 шарфик из квадратных мотивов и 1 манишка. Ну, первую вы, наверное, уже видели. Это потрясающий розовый берет и жилетка по описанию Кати Ринг. Жилетка бахрома. Это такой просто тандем, это такое комбо. Мне безумно нравится этот яркий розовый цвет. Это мягкая фактура, теплость и уютность этого жилета. А еще, кстати, я для себя открыла вот это тоже классное комбо жилетка и рубашка. Отдельно рубашки я вообще-то не очень люблю носить. Я либо их как летом просто накидываю на топик, ну, как 2 слой просто. Либо, ну, вот так вот, чтобы, знаете, как блузку, прям вот рубашку как блузку. Мне всегда нравилось очень, как на других смотрится, но для меня было это очень некомфортно. Я предпочитала такого более спортивного casual стиля какие-то вещи. Вот. Но рубашка вместе с жилеткой, вот это так удобно, это так красиво, элегантно, знаете, видимо, за последние десятилетия я устала от casual стиля. Мне, конечно, очень нравится и очень комфортно в этом, но мне хочется открывать в себе грань какую-то, знаете, более интеллигентно взрослую, вот такую. Никто не мешает эти 2 стиля постоянно менять, то есть это же не значит, что я решила носить там пиджаки и рубашки, что все, теперь я только это ношу. Но во мне просыпается искренняя любовь и комфорт, комфортно чувствую себя в этих вещах. Потому что раньше я только могла себя заставить просто на выход 1 раз сходить где-то в пиджаке. Сейчас же я это полюбила. И жилетки в этом мне помогают, потому что это реально очень комфортно. Я когда так делаю, у меня очень какая-то дурацкая морщина-складка на брови образуется. Пора ботокс ставить. Я надеюсь, я где-то говорила и упоминала, что обязательно оставлю ссылку на описание Кати Ринг по этому жилету, потому что, ну, девочки, это удобная, это очень классная вещь. Также я вязала для мамы манишку. Впервые в жизни вязала манишку. Я много чего вяжу впервые. И вы, кстати, может быть, заметили, что в последнее время я очень много вяжу спицами. Так, где тут перед, где зад? Вот так, наверное.
Вот такая супер классическая, обычная манишка. Она вот пока что очень маленькая, она даже мне, вот, ну, смотрите, это просто детская. Просто это резинка 2х2, и я еще ВТО не проводила, не блокировала ничего. Она еще такая вся сильно стянутая. Не успела еще постирать, но, тем не менее, вещь готова. И мне очень нравится. Смотрите, как вот вообще... Если бы раньше я взглянула на эту конструкцию, такая, вау, это что, погон? Это что, тут какое-то невероятное закрытие петель? Это вообще как делать? Я бы испугалась, и все. Сейчас же я постепенно начинаю как-то познавать все эти вещи, уже меньше боюсь спиц. Да, я, наверное, каждый раз, каждую свою вещь говорю об этом, что я чувствую себя увереннее в спицах. Ну, в общем, мне нравится вязать что-то такое, не просто шарф. Ладно, носки тоже так-то непростые, со своими тонкостями. В общем, всему можно научиться. Мне здесь не очень нравится, как получились... Значит, здесь был росток, все по уму. И вот здесь были поворотные в 3 местах. И здесь в 3 местах были укороченные ряды. Ну, и укороченные, не ряды, а как? Я не знаю, не помню, как называется. Ну, короче, поворотными рядами несколько рядов провязывалось. А потом здесь уже соединялось в круг. Короче, здесь такие, знаете, как двойные петли. Или как это, немецкие укороченные. Вот как-то так. И оно вот здесь выглядит, если честно, стремновато. Мне не очень нравится. Вроде бы, когда я делала по мастер-классу, я не сомневалась, что делаю правильно. Ну, видно же там, у меня точно такое же направление петель, я делаю абсолютно так же. Ну, может быть, оно после стирки выровняется, но пока что вот эти моменты, ну вот, видно вот тут прям, смотрите, тут как будто бы ошибка. Ну вот как будто вот какое-то лишнее. Я пока не знаю, ошибка это или нет, потому что... Ну, правда, честное слово, девочки, я вязала прям вот точности, так же, как показывалось в видео в мастер-классе. Если кому-то интересно, супер базовая обычная манишка, тоже оставлю ссылочку на мастер-класс, в который я вязала, если честно, просто первый попавшийся открыла и вот по нему вязала. Все, мне нравится, удобно. Про пряжу я тоже говорила, это у нас троицкая пряжа Фиджи, цвет серый. Дальше... Так, где-то в видео в подсъемах я точно уже упоминала, что я участвую в совместнике по перчаткам у Киры. Ссылочку на ее совместник, точнее ссылочку на пост в телеграм-канале, где Кира объясняет все условия совместника, оставлю внизу видео. Вот такое вот у меня начало перчаточки. Я вяжу из Cassagrande Millennium. В общем, у нас итоги в конце, это, знаете, повторить еще раз все, что я говорила во влоге. Ну, давайте я по-быстренькому. Это безумно классный край с такими зубчиками. Я видела у многих девчонок носочки вяжут вот с таким краем. Смотрите, как все, ну красиво, ну вообще. Я теперь хочу все носки делать обязательно с таким краем, потому что это мега мило. Это вообще несложно абсолютно. Вот, и здесь вот начинаются у меня уже прибавочки по кисти, вот здесь чуть-чуть. Дальше я буду уже, кстати, вчера сделала расчеты по клину для большого пальца. В общем, пока мне нравится, очень нравится процесс. Он у меня не быстро движется, потому что я отвлекаюсь на всякие другие дела. Но мне очень нравится. И я просто в восторге, насколько подробно Кира излагает и объясняет информацию. Там вот этих, когда мы только начали вот эту манжету первую провязывали, там у нее, по-моему, вариантов 5 разных. Помимо классического резинки, там, да, там любой 1х1, 2х2, любая резинка. Там еще куча разных просто информации, куча разных способов, как можно вот эту манжету зафиналить, ну, точнее, начать, как ее можно. Это просто... Советую, девочки, присоединяйтесь к совместнику. Еще не поздно. Перчаточки. Знаете, окей, перчатки связать, может, несложно. По уму, а там вот все настолько, что у вас просто будет как вторая кожа перчатка, да. Вот не по стандартным меркам, а вы просто по своей руке, по каждому своему пальчику, по каждой пропорции просто свяжете идеальнейшие для себя перчатки. Так что советую. Дальше что у нас? Так, еще у меня тут один процессик продвигается. Это вот такой вот шарфик. Просто тонкий шарфик. Кстати, да, давайте так. Оп. Из такой вот пряжи Infinity от Lang. Этикеточку это куда-то убрала. В общем, это мериносик, стопроцентный мериносик. Окрашен невероятными переходами. Просто смотрите, какие. Ну, тут как бы заметно, да?
Просто весь шарфик, мне кажется, нету ни одного повторяющегося вообще цвета. И, конечно же, это безумно увлекательно. Ты вяжешь, как шопель, да? Я где-то уже упоминала это сравнение. Вяжешь, постоянно какие-то приходы. Мне, кстати, вот этот переход мне очень нравится. Ну и вот последний. Последние вот эти переходы тоже красивые, оранжевый. Но здесь не совсем градиент, да, тут какие-то где-то перескакивает резко, где-то более, вот тут, например, вот градиент, вот вообще прям градиент, где-то вот опять супер резкий переход, плюс какие-то включения вот таких вот крапушек непонятных, точечек, пушаек вот таких разных цвета. В общем, очень интересная такая, забавная, увлекательная пряжица. Вяжу как процесс для исключительного отдыха. Вот когда от чего-то я устала, переключаюсь, чтобы кайфануть, отдохнуть, потому что, естественно, думать здесь вообще не надо, это просто поворотными рядами, лицевая гладь. Ну, конечно, сейчас я уже чуть-чуть получше соображаю, думала, надо было сделать двойную кромочную, которую я научилась делать вот здесь, по мастер-классу Манишки. До этого я не знала, что бывают такие классные кромочные. Айкординг мне не хотелось делать по краю. Ну и ладно, ничего страшного. Я на самом деле так и хотела, чтобы он вот так сильно заворачивался и превращался вот просто в такую колбаску. Вот как бы, так что я не переживаю. У меня, в принципе, такая задача, такая хотелка и была изначально. И, кстати, да, вот здесь на спицах я сначала вязала, ну, просто на леске. Это обычные разъемные спицы, мои любимые от Knit-Pro Ginger. Ginger вот называется. Забываю всё время. Вот. И эта леска все равно каждый раз, ну, не совсем удобная. Думаю, зачем мне леска на таком узком вообще шарфике? Сюда нужны, ну, думаю, сниму. И на всякий случай, чтобы не спали петли, я сюда воткнула стоперы. Я не знаю, кто это так делал. Мне показалось, что это какая-то моя гениальная идея. Хотя это же, ну, просто очевидные, логичные вещи. Просто воткнула стоперы, и у меня малюсенькие вот такие вот спицы прямые получились. Это, кстати, тоже, знаете, добавляет какой-то милости, игривости вот процессу. Я вот прям смотрю, мне как-то это умиляет. В общем, умиляет. Вот такой вот процессик. Ну что же, на этом все. Вот так у меня прошли эти 2 недели. Я надеюсь, вам было интересно провести это время со мной, а мы с вами увидимся уже через неделю, как всегда во вторник. Так что я желаю вам всем отличного дня, хорошего настроения и всем пока-пока. Я это никогда не сниму.